Друзья, рада всех приветствовать на моем канале «Свет вышивки». Меня зовут Светлана. На календаре 20 января 2023 года. Согласно традиции, сложившейся на канале, мои видео состоят из двух частей – вышивальной и исторической. Так вот, сегодня в программе, друзья, сразу после анонса в первой части видео вышивальной я представлю вам старт следующей многоцветной картины, а также и свой неудачный опыт работы с равномеркой. Да, в этом году, друзья, уже успела и такой опыт получить. А во второй исторической части видео мы вновь соберемся в нашем светском клубе, чтобы совершить очередной загадочный экскурс по страницам истории, посвященным знаменитым мистическим явлениям. Сегодня к нам, друзья, на полчасика заглянет уникальный врач-хиллер, один из ярчайших представителей нетрадиционной медицины, которого специалисты из ряда медицинских организаций США назвали терра инкогнита от медицины. Этот необразованный шахтер за последние 15 лет своей жизни вылечил более 2 миллионов больных, большинство из которых официальная медицина отнесла к разряду безнадежных, приговорив таким образом к смерти. А пока, друзья, перейдем к вышивке. Многие из вас знают или догадываются, что за сюжет взял свое начало в наступившем году. Этому был посвящен выпуск «Набор моей мечты», в котором я и познакомила вас с будущей картиной. Вы все тогда пожелали моей мечте скорейшего воплощения. И вот в августе вышивальная мечта начала осуществляться. Была приобретена схема. Затем подкопились ниточки, основа, и образовавшийся набор мечты стал терпеливо дожидаться окончания первого сезона Дзампиги, финиша картины «Любимая мелодия», которая была вышита по схеме от творческой мастерской «Артель Белый кролик». И вот состоялось открытие второго сезона Дзампиги. Да, друзья, следующая картина, которую я начала вышивать, также принадлежит кисти одного из любимых моих авторов, великого итальянского художника Евгению Эдуардо Дзампиги. Называется она «Ее первый урок». Схему для вышивки разработала компания Golden Kite. На сайте она имеет код 3469. Размер схемы 400 на 529 стежков. В работе принимают участие 200 цветов, из которых 102 бленда. Уровень сложности схема имеет 5 из 7 возможных. Кстати, друзья, у разработчика есть схема, состоящая исключительно из чистых цветов, солидов. Она уровень сложности имеет 3. Я вышиваю крестиком в 2 сложения нити на аиде 18 каунта фирмы Цвайгард. В работе использую электронную схему приложения из Сага, за что огромнейшее просто спасибо Елене Соколовой. Хочется, друзья, еще раз коротко напомнить об авторе, мастере бытового жанра. Художник Евгению Эдуардо Дзампиги родился в октябре 1859 года в Модене, Италия. Живописью увлекся в раннем детстве и в возрасте 13 лет поступил в Академию дизайна. В начале 1884 года Евгению перебрался во Флоренцию, где начал писать жанровые картины о жизни простых итальянцев. Главными героями его картин стали хорошие знакомые и друзья, а потом и просто прохожие на улицах. Художник старался показать красоту повседневной жизни с некоторой долей иронии, ярко и весело, с большим желанием поделиться радостью. Неудивительно, что очень скоро у творчества Евгению Эдуардо Дзампиги появилась
большое количество поклонников, а в последующем и последователей. Умер художник в 1944 году в городе Маранелло, а его картины сегодня можно увидеть в самых известных музеях мира. Картина, как и всякое произведение искусства, обязательно вызывает чувства, ассоциации, эмоции, для чего, собственно, она и предназначена. Радость и счастье повседневной жизни, изображенные на картинах Евгенио, просто завораживают. Вспомнила, как кто-то мне писал в комментарии о антисанитарии, царящей на картинах Евгенио, курах, котятах, посуде на полу, жужжащих мухах. А далее и совсем уж неприлично, не стану озвучивать. Ну что, друзья, я могу на это ответить? Грубый век, грубые нравы, романтизму нету. Да, кто-то видит счастье, а кто-то мух. Бывает. Ты что? Муха? Я вижу, как люди умеют радоваться тому, что есть. Это великий дар. На картинах Евгению люди живут красиво, умеют радоваться жизни и искренне разделяют радость других. У них чистая и светлая душа, и им не нужны домашние тапочки. На мой взгляд, друзья, все картины прекрасны. Сколько в них жизни. Все поколения, заметьте, вместе. И старики, и дети, и молодые родители. Любовь, внимание, радостное и теплое взаимодействие между членами семей мы наблюдаем. Просто здорово. На этой картине мы видим момент свершения таинства, передачу опыта, знаний и умения от самого старшего представителя семьи самому младшему. Женщины разных поколений, бабушка и внучка, увлечены одним делом – рукоделием. В этот бесценный момент вокруг них ничего уже не существует. Ни мяукающего, пытающегося привлечь внимание своей любимой хозяйки котенка, ни шипящего в глубине камина казанка. Дзампиги, видимо, так тронул его собственный сюжет, что он изобразил и второй вариант данной картины, более развернутый. На нем мы уже видим и молодую маму. Это еще одно поколение. С какой нежностью и любовью она наблюдает за двумя самыми дорогими для нее людьми. На его произведение смотреть одно удовольствие. Сколько художник подарил нам всем позитива. Картина, которую я вышиваю сейчас, еще и навеяла мне воспоминания о моем детстве. Когда-то и я вот так же с восторгом и интересом получала свой первый урок от бабушки. Помню ее теплые, умелые, заботливые руки, тихий голос. Мне очень хотелось и не верилось, что я смогу когда-то так же. И помню первую неудачу. Оставшись наедине со своим рукоделием, я пришила вышивку к подолу собственного платья. Как это произошло, вышивала, держа пяльцы в одной руке, и в какой-то момент прихватила низ платья. И, не заметив этого, увлеченно продолжала вышивать в два прокола другой рукой. И вот все было накрепко ко мне пришито. Ну, конечно, бабуля меня в скорости освободила. Что еще интересно? С началом работы над первым уроком я получила еще один не совсем для себя удачный опыт. Это опыт работы с равномеркой. Дело в том, что я начала вышивать картину сначала на Линде 27,
полукрестиком через одно переплетение нити для увеличения скорости, как вы понимаете. И вышив уже 1640 стежков, я поняла, что все это, друзья, не мое. Во-первых, меня постоянно преследовало чувство недосказанности. Вот приходилось буквально бороться с желанием преобразить полукрестик все-таки в крестик. А самая главная проблема – это размер стежка. Для меня Линда 27 оказалась сущим наказанием, друзья. Ну, понятно, из-за отсутствия навыка, но привыкать у меня уже просто не хватило терпения. Либо надо больше очков на себя надеть, либо обзавестись для этого дела микроскопом. Да, не спорю, вышивалась быстро, но мучительно для меня, с огромным напряжением и плачем. Да, глаза начали слезиться, очки уже не помогали. Ну что, друзья, попытка номер раз не увенчалась успехом. Вышив 1646 крестиков, я обнаружила, полукрестиков, я обнаружила, что и основа не моя, и стежок, можно сказать, тоже не мой. Пыталась я вышивать на Линде 27 каунта. Чуть не сломала глаза себе и решила вовремя остановиться, чтобы не заходить далеко в дебри, чтобы потом не так больно было переделывать все. В общем, я решила вернуться к конве Аиде 18 каунта фирма Цвайгард и вышивать крестиком, привычным и любимым для меня стежком. Вот и все, друзья. Так что, да, надо пробовать. Нужно иметь пробники, знакомиться с основой, с одной, с другой, чтобы понимать, ваше это или не ваше. В общем, решила я на этом опыте, на этом эксперименте все-таки поставить крест и вернуться к любимой Аиде 18 каунта и, понятно, любимому стежку, крестику. Ну, вот так, пока на сегодня так, да, друзья. Да, хотелось мне быстрее все это сделать, повторю, чтобы начать еще одну интереснейшую многоцветную работу. Это рождественский подарок от Ирины. Ирочка, большое спасибо вам. Схема для вышивки «Мгновения минувшего века». Тоже от разработчика схем творческой мастерской «Артель Белый кролик». Но, друзья, не смогла я вот таким образом ускориться. Итак, друзья, по обыкновению вышивать я начала с верхнего левого угла. Находимся мы с вами сейчас вот в этой области. Вышита уже верхняя часть камина. Двигаюсь я, как сказала, уже слева направо, а затем вниз. Да, вот вышится у меня еще одна область выделена, и буду спускаться вниз. Одним словом, и эта картина, друзья, у меня разбита на две части. Но, судя по всему, обе героини войдут в первую часть, так что скучно им не будет, и нам, надеюсь, тоже. Ну и что, по традиции для любителей математики осталось озвучить результат в цифрах. Мною уже вышито 3,5% картины. В крестиках это составляет 7363. И осталось вышить всего 204 237 крестиков. И все, занавес. Ну что, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. А теперь я приглашаю вас перейти ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в мистическое путешествие.
Феномен Хосе Педро де Фрейтаса, Арига. Уникальный врач Хиллер, один из ярчайших представителей нетрадиционной медицины, которого специалисты из ряда медицинских организаций США назвали терра инкогнита от медицины. Этот необразованный шахтер за последние 15 лет своей жизни вылечил более 2 миллионов больных, большинство из которых официальная медицина отнесла к разряду безнадежных, приговорив таким образом к смерти. Методика операций и инструменты, используемые Ариго, вгоняли дипломированных врачей в шок. Но лечение бразильца всегда имело стопроцентный успех. Хосе Педро де Фрейтас родился в небольшом бразильском городке Конгонас-ду-Кампу в штате Минас-Жерайс 18 октября 1921 года. Он едва закончил 4 класса начальной школы. Никакого специального образования Хосе не получил, поэтому при первой же возможности устроился работать шахтером. Позднее ему удалось скопить деньги на маленький ресторанчик, и тут 30-летнего мужчину, который только-только начал становиться на ноги и реализовывать свою давнишнюю мечту, накрыла глубочайшая депрессия. На постсоветском пространстве люди как-то несерьезно относятся к подобному диагнозу, считая, что депрессия – это блажь, лень и вообще бред больного воображения. А вот за рубежом человек, едва подметив у себя первые симптомы этой хвори, галопом бежит к ближайшему специалисту. Поскольку, как показала практика, с депрессией шутки плохи. Она способна наградить человека на редкость неприятными и трудноизлечимыми осложнениями. Так что врачи лишь за голову хватаются, не в силах понять, откуда растут ноги у очередной болячки. Вот и у де Фрейтаса проявился целый букет проблем: лунатизм, ночные кошмары, сильные головные боли и боли в глазах. По сравнению с этим, то, что он начал разговаривать во сне, казалось лишь досадной мелочью. К тому же болезнь прогрессировала, и вконец измучившийся владелец ресторанчика решил обратиться к врачам. Но профессионалы оказались бессильны помочь Хосе, как, впрочем, и местные священники. После 2 лет страданий и бесплодных попыток избавиться от болячек, де Фрейтас отправился к жившему в городе спириту сеньору Оливера. Тот, помолившись об исцелении посетителя, объяснил: обычными способами проблему Хосе решить не удастся, поскольку все дело в том, что через него пытается действовать дух. Трудно сказать, что это сообщение обрадовало де Фрейтаса. Однако в одну из последующих ночей к нему, по словам Хиллера, явился дух некого немецкого хирурга Адольфа Фрица, скончавшегося в 1918 году в Первую мировую войну, где-то в Эстонии. Доктор сообщил: впредь он будет лечить людей руками Хосе, и тот просто не должен ему мешать. В 1948 году де Фрейтас, которого знакомые именовали не иначе как Ариго, простак, заглянул к умирающей соседке. У женщины обнаружили раковую опухоль, удалять которую врачи не посчитали возможным. Глядя на страдания несчастной, бывший шахтер внезапно почувствовал, как погружается в странное состояние отстраненности. А голос призрачного доктора начинает шептать ему на ухо, какие действия и в какой последовательности нужно производить. Ариго, вооружившись кухонным ножом, подошел к больной, вырезал опухоль и, сведя края сильно кровоточившей раны руками, прижал их.
Спустя несколько мгновений кровотечение остановилось. Края разреза сомкнулись, быстро образовав шов, который в течение нескольких последующих часов постепенно бледнел и истончался. В итоге от проделанной операции не осталось и следа, а соседка Арика, признанная официальными медиками безнадежной, быстро поправилась и прожила еще очень много лет. Все произошло как в сказке. Но только эта сказка, видимо, для разнообразия, решила хоть ненадолго погостить в реальности. Затем Арига с помощью одного перочинного ножа удалил опухоль в легком у довольно известного политика. Рана зажила в течение нескольких часов, шрама на теле не осталось вообще, а медики при последующем обследовании констатировали невероятную вещь – опухоль исчезла. Интересно, что бразильский феномен проводил операции, явно находясь в состоянии аутогенного транса. При этом говорить он начинал с заметным немецким акцентом. Хиллер рассказывал, что во время работы постоянно слышит голос своего потустороннего коллеги, а в особо тяжелых случаях немец консультируется с духами известного японского хирурга и французского врача. Интересная вещь. Закончив работу, Арига никогда не мог вспомнить, как и что он делал. Да что там говорить, чудо-лекарь сам до смерти боялся крови. И однажды, посмотрев видеозапись собственной операции, попросту хлопнулся в обморок. Привести его в чувство участникам эксперимента удалось с большим трудом. Хотя, по правде сказать, упомянутые кинокадры и впрямь могли вызвать ощущение озноба даже у людей с очень крепкими нервами. Начнем с того, что Хиллер вообще не прибегал к анестезии. Тем не менее, его пациенты никогда не чувствовали боли. А ведь чаще всего это были широкополосные операции. Ни о каких специальных инструментах речь также не шла, поскольку Арига пользовался тем режущим предметом, который попадался под руку. Ножом от кухонного до перочинного, ножницами, бритвами. Не имел Хиллер также никакого понятия о стерильности. Проводя операции в таких условиях, от одного упоминания о которых у любого нормального хирурга волосы станут дыбом и появится горячее желание упечь человека, рискнувшего так работать, в психушку. Однако в обширной практике Хосе Педро де Фрейтаса не было ни единого случая послеоперационных осложнений или заражения. Примечательно, что кровотечение Хиллер останавливал легким нажатием рук, а в особо тяжелых случаях непонятным заговором. Раны, оставляемые им, заживали в течение нескольких секунд, а рубцы исчезали с кожи пациента в течение некоторого времени, от нескольких минут до 3 дней. Во время самой операции больные вели себя не одинаково. Кто-то бодрствовал, кто-то спал, как младенец, или впадал в транс. Но боли не чувствовал никто. И еще одну. Де Фрейт оставил безошибочные диагнозы, затрачивая на это всего несколько мгновений. Громкая известность пришла к Оригу в 1950 году. Проезжая через город Хоризонты, Хиллер остановился в местной гостинице. Там он узнал, что одним из посетителей этого заведения является знакомый ему сенатор Биттенкорт. Мужчины встретились, и сенатор пожаловался. Врачи лишь недавно смогли установить причину его плохого самочувствия – опухоль ободочной кишки. Но, к сожалению, делать что-либо уже поздно, поскольку опухоль уже
неоперабельна. В общем, Биттенкурту оставалось жить едва ли пару месяцев. Рано утром в номере у сенатора появился Ориго. Тоном, не терпящим пререканий, он велел больному лечь на кровать. Достал бритву и за несколько минут удалил из живота опухоль. Затем Хиллер повернулся и ушел, и не сказав больше ни слова. Все это время сенатор находился в каком-то трансе. Звучит дико, но боли он вообще не чувствовал. Придя в себя, пациент Ориго позвал сопровождавшего его сотрудника и внимательно осмотрел себя и комнату. Пижама оказалась порванной и запачканной кровью в том месте, где Ориго делал разрез. А на полу рядом с кроватью валялась опухоль размером с апельсин, но шва, полагавшегося при подобных операциях, на теле не было. Теперь у чудо-врача посетители только что двери не выбивали. К нему в Каноно-ду-Кампу начали съезжаться люди со всех концов света. Наконец, целителем заинтересовалась пресса. Так получилось, что акулы-пера изначально скептически подошли к деятельности Хиллера, сразу же окрестив его шарлатаном. Правда, были среди них и такие, которые пытались описать происходящее как чудо, но большинство СМИ твердило: Ориго – гнусный обманщик. К травле чудо-доктора подключились медицинская ассоциация и районный совет врачей. Им тоже самодеятельный хирург изрядно действовал на нервы. А поскольку объяснить феномен Ориго сходу не удавалось, его заклеймили позором. И в 1958 году упекли за решетку за шарлатанство. По счастью, у Хиллера нашелся высокопоставленный заступник. Его специальным указом вызволил из тюрьмы тогдашний президент страны Жуселину Кубичек. Мотивировал он свои действия просто. Ориго полностью вылечил от рака его собственную дочь, когда светила науки вынесли девушке смертный приговор. Сам по образованию врач Кубичек честно признался, что не в силах объяснить механизм излечения своей смертельно больной дочери. Да, целитель удалил опухоль обычным перочинным ножом, ничего не стерилизуя. Одним жестом остановил кровь, и при этом пациентка ничего не чувствовала. Что ж, единственным критерием оценки врачей и хиллеров должно быть исцеление больных. В противном случае, что одних, что других, нужно называть шарлатанами. Разве так уж важно всякому чуду навешивать бирку? Господь Бог наделил доброго человека высоким даром. Будьте же благодарны им обоим за это. Категорически закончил дискуссию с оппонентами Ориго глава государства. Кроме того, Кубичек позаботился, чтобы Хиллеру впредь не мешали работать, издав специальный декрет, который позволял Ориго свободно врачевать в течение 10 лет. Правда, после истечения указанного срока бразилец стараниями злопыхателей снова на некоторое время попал за решетку. Но, по крайней мере, целое десятилетие он мог спасать отчаявшихся. В день чудо-целитель принимал от 60 до нескольких сотен больных. Не всегда дело доходило до операции. Порой ситуация позволяла Ориго поставить пациента на ноги, лишь накладывая на больное место руки. Чаще всего бразилец также выдавал посетителю рецепт на необходимые препараты, которые можно было купить в аптеке. При этом
Тяжелейшие хронические хвори часто капитулировали перед простейшими лечебными средствами. А уж операции Хиллера на глазной сетчатке надолго лишали специалистов дара речи. Действия Рига очень часто наблюдали профессиональные медики. Невероятный дар позволял бразильцу побеждать рак, поднимать на ноги паралитиков, возвращать глухим даже от рождения слух и слепым зрение. Терпение скептиков в белых халатах, в течение 10 лет бессильно скрипевших зубами по поводу удачливого, так сказать, шарлатана, лопнуло в 1968 году. Правда, обвинить де Фрейтаса в шарлатанстве с целью наживы не удалось, поскольку он, как и все прочие хиллеры, никогда не брал от своих пациентов ни гроша. Тогда была создана специальная комиссия под руководством профессора Генри Андреа Пухарича, в основном состоящая из американских светил. В нее входили 15 специалистов различных профилей, в том числе и видный психиатр. Часть членов командировала НАСА, часть представляла интересы ряда самых престижных университетов. В течение 17 дней бразильца разве что под микроскопом не изучали. За это время медики получили уникальную возможность пронаблюдать 170 операций и проследить за процессом установления диагнозов и определения методов лечения более чем у 1000 человек. Все диагнозы, поставленные Орриго, часть из них давались по телефону, записывались и перепроверялись. Рекомендованные знахарем таблетки, снадобья, порошки были проверены. Результаты всех операций самым дотошным образом исследованы. Все этапы операции тщательно фиксировались, проводились детальная фото- и киносъемка, инфракрасная съемка, огромное количество тестов и анализов. Пациенты Орриго долгое время находились под колпаком у врачей. Кроме того, Хиллера подвергли самому настоящему допросу, но бывший шахтер на все вопросы давал только один ответ: «Лечу вовсе не я. Бог это делает моими руками». Наконец, способности Хиллера решил испытать на себе лично руководитель комиссии. Пухарича очень беспокоила доброкачественная опухоль в районе правого локтя, уже довольно давно обнаруженная хирургами. Во время одной из съемок профессор почувствовал сильную боль и под влиянием момента попросил Орриго избавить его от этой напасти. Процесс удаления опухоли решили заснять на пленку. Бразилец спокойно взял перочинный ножик Пухарича, ощупал сустав и попросил пациента отвернуться. Профессор повернулся к кинооператору и дал ему указание снимать происходящее. А когда обернулся к Хиллеру, все уже было закончено. Бразилец вложил в руки растерявшегося светила его нож и извлеченную опухоль. На локте остался сильно кровоточивший разрез, который Орриго сильно прижал руками, остановив кровь. Судя по снятым кадрам, процесс удаления опухоли занял у Хиллера 5 секунд. Он сделал 2 небольших надреза, как раз над зловещим утолщением. Легонько нажал на него, и опухоль сразу же вышла из раны. Пухарич, как истинный медик, тут же стал переживать, что в разрез попадет инфекция, то и вообще начнется заражение крови. Но рубец удивительно быстро затянулся, а потом исчез. 24 июля 1968 года
В Рио-де-Жанейро в зале Музея современного искусства было проведено итоговое заседание комиссии. Вердикт специалистов озвучил профессор Пухарич. Медики, оставив в стороне самолюбие, констатировали: бразильский хиллер – это ходячий вызов современной науки. Это настоящая терра инкогнита для медицины. Было официально признано, что Орриго ни разу не ошибся в постановке диагноза или в избранной им методике лечения, затрачивая на одного человека не более минуты времени. Мы можем подтвердить 550 заключений, поскольку в этих случаях мы сами могли поставить вполне определенный диагноз заболевания. В остальных 450 случаях, например, в случаях редкой болезни крови, мы не могли быть полностью уверены в своих диагнозах, поскольку не располагали на месте необходимым для этого оборудованием. Но в тех случаях, в которых мы могли быть уверены, Орриго не ошибся ни разу. Он помогал каждому пациенту, и ни у одного из них не было никаких послеоперационных осложнений, значилось в официальном отчете. Особенно же поразила специалистов точность и профессионализм медицинских предписаний, которые Орриго нередко давал своим пациентам. Группа врачей не смогла обнаружить ни одной ошибки в выписываемых этим целителем рецептах на лекарства. Примечательно, что в процессе диагностики и составления рецептов практически неграмотный бразилец пользовался не только родным языком, но также португальским и немецким. Орриго, кстати, не считал себя всемогущим. Безнадежные больные существовали и для него. Таким пациентам Хиллер честно говорил, что не может им помочь. По счастью, подобных случаев набралось едва ли 5%. Комиссия решила остаться в Бразилии еще на 5 лет, чтобы как можно подробнее изучить феномен чудо-врачевателя. Но вскоре лекарь-самоучка снова оказался в тюрьме. Не помогли даже ходатайства его высоких покровителей и самого Пухарича. Правда, Орриго принял удар судьбы стойко. Он только пробормотал, что надо спешить делать добро людям, так как жить ему остается всего 3 года. В тюремной камере, где бразилец по-прежнему продолжал лечить пациентов из разных стран мира, Хиллер назвал проведавшему его другу дату собственной смерти. Это может показаться странным, но знавшие Орриго люди искренне горевали. Они были уверены, что необычный заключенный знает, о чем говорит. 11 января 1971 года чудо-лекарь, успевший выйти из тюрьмы, действительно погиб в автокатастрофе. Вот такой, друзья, Хиллер Орриго. Пишите комментарии, мне очень, вы знаете, интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема была интересной. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все, друзья. Пока-пока.